Всем добрый день! Сегодня я с вами поделюсь рецептом одной замечательной домашней маски комплексного действия. У меня эта маска одна из самых любимых. Я ее называю маска-скатка. Для ее приготовления нам понадобится рисовая мука, морская соль, мед и немножечко лимонного сока. Кстати, рецепт этой маски я дам в описании к этому видео, но по ходу видео я покажу, как мы с вами замешиваем эту маску и что я делаю в момент ее нанесения. Так вот, почему маска-скатка? Дело в том, что благодаря вот такому составу в маске есть крупиночки рисовой муки и морской соли, причем они разные по диаметру. И после того, как мы с вами маску нанесли, мы в течение первых нескольких минут можем помассировать свое лицо по массажным линиям. И вот этот массаж оказывает эффект пилинга, шлифовки. Вот эти самые гранулы рисовой муки и морской соли будут убирать наслоение ороговевших мертвых клеток. Почему, собственно говоря, и скатка. Ну а дальше мы эту маску оставляем на 15-20 минут, она работает как мощная омолаживающая маска. Эта маска не только великолепно питает, увлажняет нашу кожу, она, кстати, убирает раздражение даже на аллергической коже. А в том числе она убирает раздражение на ветер и мороз. А еще эта маска разглаживает мелкие морщинки и помогает нам бороться с пигментацией. Поэтому я сейчас поменяю ракурс камеры, мы с вами будем делать маску. Ну, кстати, еще один момент, о котором я должна вам сказать, это то, что маска под воздействием температуры нашего тела, она будет менять и свою текстуру, и свой внешний вид. Если мы сначала наносим маску как бы матовую, то по мере того, как она у нас находится на лице, она будет становиться более такой глянцевой, я бы даже сказала стеклянной. Поэтому для максимального эффекта лучше на время экспозиции, то есть пока мы с вами маску держим на нашем лице, прилечь. То есть последние 15-20 минут нам желательно провести молча и лежа. Ну, теперь перевожу ракурс камеры и делаем с вами эту замечательную маску. Итак, нам понадобится 1 чайная ложка рисовой муки, 1 чайная ложка мелкого помола морской соли, которую мы употребляем в еду, она чище будет, лимончик, потому что мы лимонным соком будем разбавлять эту нашу смесь, и чайная ложечка меда. Смотрите, я мед уже предварительно немножечко растопила, просто поставила на батарею, иначе он был очень густым. Итак, давайте готовить нашу маску-скатку. Я уже просто-напросто к меду нашему добавляю 1 чайную ложечку, смотрите, с горкой рисовой муки. Перемешиваю все это дело по возможности. Чем жиже мед у вас будет, тем вам лучше удастся все это дело перемешать. Достаточно. То есть, видите, очень густая масса получается. И сюда же мы добавляем 1 чайную ложку соли. Почему именно маска-скат? Благодаря тому, что в рисовой муке есть крупиночки и будет использоваться морская соль. Смотрите, здесь практически четко чайная ложка. Снова-таки перемешиваем. Эту маску мы будем наносить и первые буквально пару минут по массажным линиям свою кожу очищать. То есть, в принципе, маска великолепно омолаживает, хорошо подтягивает кожу, делает ее упругой, питает. Плюс эта маска великолепно отбеливает. У нас целых 2 ингредиента, которые будут работать на осветление кожи, на борьбу с пигментацией. Это, собственно говоря, рисовая мука и это лимонный сок. И теперь смотрите, к этой массе, понятное дело, что она очень густая, неудобно, особенно если у нас кожа зрелая, ее наносить. Мы ее просто-напросто разбавляем лимонным соком. Ну, это я вам так красиво показываю, да, что я вот, смотрите, прям на чайную ложечку. На самом деле дома я просто-напросто выдавливаю лимонный сок непосредственно в маску. И тщательно вымешиваю. То есть получается буквально около чайной ложки лимонного сока. Все, смотрите, масса, как она пахнет божественно. Наша масса готова. Ее получается не такое большое количество, но нам вполне этого достаточно. И теперь мы нашу маску наносим на предварительно очищенное лицо. Можно мягкими движениями на зону шеи и можно мягкими движениями на зону декольте. Но в принципе на лицо. И такую маску достаточно делать 1 раз в неделю, если мы акцент делаем с вами именно на скатывание, да, на очищение. И эту маску можно сочетать с другими масками на рисовой муке, которые я вам предварительно показывала уже. Например, вы можете делать 1 раз в неделю вот такую маску-скатку. То есть, смотрите, еще раз наносим, и первые несколько минут мы массируем кожу, снимаем
наслоение мертвых клеток, потом оставляем, в общем, маску на 15-20 минут. И, скажем, через несколько дней делать маску более питательную с яичным желтком, то, что я вам показывала, или с яичным белком. Так что вот такая вот потрясающая маска. И если мы делаем акцент на отбеливание, то сейчас самый сезон. Лучше пройти курс из таких масок, где-то порядка 10, 8, 10, 12. Ну, с учетом того, что мы делаем один раз в неделю. И это если у нас кожа дряблая, сухая. И можно делать 2 раза в неделю, если кожа, скажем, нормальная, комбинированная или жирная. Так что замечательная маска, после нее шикарный эффект. Кожа становится нежной и бархатистой. Да. И как мы смываем эту маску, мы ее размачиваем приличным количеством воды, если она у нас сильно на лице подсохла, и просто-напросто смываем. Смываем аккуратно по массажным линиям, не растягивая кожу. После того, как мы маску смыли, протираем лицо насухо и тоником протираем и наносим свой, допустим, какой-то уходный крем. Вот, так что берите себе на вооружение, делайте и преображайтесь.